Give up, Lucifer. Тысячелетиями владельцы айфона знали одну единую истину. Если в App Store нажать на кнопочку «Обновить приложение», ты можешь обновить свои приложения. Примитивный имплант. Но все изменилось с тех пор, как в 2019-м Тим Кук заявил, что все, у кого айфоны, теперь не только альтернативные натуралы, но и геймеры. Давай сегодня вечером займемся геймингом с тобой. И презентовал свою игровую подписку Apple Arcade. Вместо кнопки «Обновить приложение». Те, кто верит, налетай. Те, кто жадный, убегай. Подумаешь, теперь, чтобы что-то обновить, нужно всего лишь отдельно заходить в раздел покупки. Нажать на иконку конкретного приложения и смотреть, есть ли в нем обновление. Сложно. Или надеяться, что ваш iPhone сам решит обновить приложение. Или не обновлять. Практически всегда не обновлять. Зато вон какая подписка крутая. С 54 играми на старте. За $5 в месяц. Хули тут так мало? Отнеситесь к Apple с пониманием. В 2019-м для них это была первая подобная подписка. И они уже тогда обещали, что через год игр станет намного больше. Целых 100. Но заплатить вы все равно должны были как за полноценную подписку. И по сей день в Apple Arcade старательно добавляет новые игры. 2 игры в месяц. Естественно, за такую щедрость приходится платить. Например, исчезновением 15 игр из вашей библиотеки. За 1 месяц. Просто охуенно, заебись, гениально. Но не переживайте. Спустя 3 года после старта подписки, Apple официально выпустили документ, что делать, если ваша игра внезапно исчезла. Претензии поняты и приняты. А теперь уебывайте отсюда на... Остается вопрос, когда вообще выходят новые игры для Apple Arcade? По словам самих Apple, каждую пятницу. Но не каждую пятницу. Иногда в пятницу может ничего не выйти, и в следующую может ничего не выйти. Иногда игры выходят не в пятницу, но иногда в пятницу может выйти сразу несколько игр. Но в среднем настоящие игры выходят каждые 2-3 недели. Так когда же выходят новые игры в подписке? Не сегодня! Сама же подписка основана на железных принципах Apple. Прикинусь-ка я, что мне нужно работать. В мире, где фактически каждая мобильная игра это недоделанная, с постоянными обновлениями, игры от Apple немного особенные. Это такие же недоделанные, как и все остальные, только без обновлений. Поэтому это абсолютно нормально, что с каждым новым iOS или iPhone какие-то игры не работают. Ведь Apple лучше знают, какие игры вам нужны. Без меня не играть. Но если вам вдруг понравилась хотя бы одна игра из Apple Arcade, вам придется оформить подписку. Ведь все, что попадает в Apple Arcade, больше нельзя купить отдельно. Даже Crossword Ultimate, даже Королевские шашки плюс. Остается и дальше, как плебею, играть в бомжатские бесплатные 500 игр про шашки. У Гугла с этим все проще. Все их игры по подписке Google Play Pass можно купить отдельно. Или не покупать. На андроиде все равно все игры бесплатные. А чтобы найти годную игру, вам даже не придется смотреть видеогайды по подписке, как в Apple Arcade, где блогеры пытаются составить топ не из одной игры. Достаточно просто сказать: окей, Google, хочу бесплатную графонистую игру про мужскую дружбу, где нужно думать и чтоб темное фэнтези было. Приготовься. Все это время идеальная игра была рядом. Буквально рядом. Уже 30 минут мне в шею дышит. Кто-то хочет поиграть? Кто-то играет в мир кораблей, потому что это бесплатно. Кто-то, потому что доступно на всех платформах. И даже на твоем холодильнике. Но где еще у вас появится возможность стать командиром военного корабля на одной карте с подводными лодками и целыми авианосцами на борту со штурмовиками, бомбардировщиками и торпедоносцами для атак с воздуха? И от каждого типа корабля полностью меняется тип геймплея. От вдумчивого, медленного до... А если у вас мало времени, мир кораблей не будет требовать от вас постоянно играть. Это потребует она. Даже любители истории смогут многое узнать из игры. Я вот, например, узнал, что корабли не плывут, а ходят. Иногда в космосе. В зависимости от ивента могут сражаться со скверной или биться за господство в постапокалиптическом мире. Здесь даже можно познакомиться с исторически военно-морскими командирами. Ямамото, скажи что-нибудь на японском. Аниме. А еще... Но больше всего мне понравился китайский флот. Самый лучший флот. В этой ветке корабли, конечно, не только китайские. Но китайские самые лучшие. А по
По моей ссылке в описании вам еще легче будет догнать старых игроков. Ведь вы получите 7 дней премиума, 2 крейсера, 2,5 миллиона кредитов, 20 камуфляжей и 200 премиальной валюты. А вот в играх из Apple Arcade вам не нужно кого-то догонять. Вы и так сможете побеждать в каждой мультиплеерной игре. Ведь если вы купили подписку с мертвыми мультиплеерными играми, вы уже победители. Тим Кук. Говорит, что я особенный. К счастью, не все игры мертвые. Некоторые просто не работают, а некоторые вообще не игры. Но от меня 10 из 10 от всей души. И по официальной информации на сайте Apple, таких вот настоящих игр у них набралось целых 200. Но не переживайте, вероятность найти хорошую игру в этом списке крайне мала. Ну куда уж мне, игровому журналисту из подземного интернета, решать, какие игры. Дерьмо. Давайте узнаем мнение у экспертов, какие игры действительно стоит поиграть, когда в этой подписке их слишком много. Но насчет одного вы можете точно не переживать, и это качество игр. Ведь Apple абсолютно везде заявляют, что лично следят за качеством каждого проекта, попадающего в их подписку. Поэтому нет ничего удивительного, что в Apple Arcade рядом с невинным пазлом про кролика можно найти 4 казино для детей возрастом 4 лет и старше. Нахуй детей. Денег, конечно, там ребенок не потратит, зато успешно подсядет на азартные игры, чтобы в будущем стабильно финансировать Apple скромными 12 миллиардами в год. Я раньше думал, это у меня с моралью не очень. А тут вообще пизда. Но для справедливости, чтобы какая-нибудь игра попала в подписку, она должна пройти суровую проверку Apple на оригинальность. Звучит правдеподобно, я в это верю. И изучая игры в аркейд, каждый геймер узнает для себя много нового. Оказывается, некие Angry Birds и Fruit Ninja — это эксклюзивы Apple, не имеющие аналогов. Я охерел просто. А чтобы вы могли удобнее ориентироваться во всем этом огромном списке, Apple распределили все игры по категориям. Вот, например, категория ремастеров с приставкой «плюс». Это точно такие же бесплатные игры десятилетней давности с андроида, но с вырезанной рекламой и донатом. А вот только Apple скромничают и показывают только 15 ремастеров. На самом деле их немного больше. Нихуя себе. Вообще стоит отдать должное тем, кто составлял эти подборки. Задача у них сложная. Если человечек бежит по прямой линии, в принципе это можно назвать гонкой. Я никогда не ошибаюсь. Ну, конечно, кроме случаев, когда я ошибаюсь. А покер в теории отличная семейная игра. Ставлю душу своей матери. Если вы хотя бы раз задумывались, зачем купили 14-й iPhone, который мощнее 13-го на целых 8%, Apple дает на это ответ самыми лучшими проектами App Store. Сука! Взрыву нахуй! Возможно, не у всех них самые лучшие оценки, но сделаны все эти игры точно с душой. Правда, хотелось бы, чтобы игры были сделаны, например, разработчиками, а не школьниками и 66-летними актерами. Пуск. Ну тут нема, тут внизу є на ньому кнопка, ну тут написано меню. А чтобы понять, что из себя представляет эта подписка сейчас, достаточно просто посмотреть на последние релизы. В одном мы чернокожий баскетболист, а во втором работорговец с белыми футболистами. И это 2 разных месяца, чтобы холопы не привыкали к хорошему. Вы действительно все мною поставлены в позу рака. Правда, иногда Apple все-таки решает расщедриться и просто так от души дает всем по сеанс косынку за $5 в месяц. Это не человек! Это же ангел! Но хороших игр в этой подписке действительно много. Потратив 3 дня практически без сна и отдыха, я могу уверенно сказать, что их 68 из 207. Вот только есть несколько маленьких но. Если в PlayStation Plus и Game Pass большинство игр это инди, в которые никто не будет играть, потому что в обеих подписках достаточно много полноценных проектов. 68 игр в Apple Arcade это нечто, что физически можно назвать играми, даже если одну и ту же игру раздают 3 года подряд. Что? Снова? Даже если это игра о моем перерождении в меч, только без лоли девочки-кошечки. Но где еще вы сможете бесплатно в дороге поиграть в кастрированный Sonic Racing 2010 года? Целых 4 лего игры, 0 из которых полноценных. 8-й Асфальт, в мире где существует 9-й, мобильную версию Реймана и Спанч Боб Райнер. Не
вообще ничего не нравится. Вы ведь не какой-то лох покупать для портативного гейминга PS Vita за 8000 рублей. Взломать ее за банку пива и добавить 128 гигабайт благодаря ловким пальцам и цыганским фокусам. А после стать сверхчеловеком, запустить на ней Dota 2 и требовать за обзор 60 тысяч лайков. Не будьте такими. Покупайте iPhone за... Сколько? К сожалению, у всех этих прекрасных 68 игр есть очень опасный конкурент. Магазин Apple Store. В основном игры с кричащими иконками. Покажите ярость! Покажите крик! Практически у каждой игры из Apple Arcade можно найти бесплатный аналог, только лучше. Иногда тех же разработчиков. Правда, все равно остаются сумасшедшие, играющие в Oceanhorn 2 вместо уже 4 Genshin Impact'ов. Задумайтесь, кому вы будете больше доверять? 30-летнему индусу, переодетого в лолю из Геншина, или типичному игроку в Oceanhorn 2? Естественно, на телефонах есть полноценные, качественные платные игры. XCOM, Цивилизация, Divinity, GTA, Company of Heroes, Alien Isolation, Street Fighter, Total War и Max Payne. И все эти игры объединяет кое-что общее. Ни одной из них нет в Apple Arcade. И кажется, я знаю почему. А что это тут за цифры? Это... Цены. Цены? Пойдемте отсюда. Можно, конечно, сказать, что этих игр нет и у Google Play Pass. Зато на андроидной подписке есть кое-что куда более важное. Обе части «Как достать соседа». О май гад. А еще Котор, Террария, Stardew Valley, Final Fantasy, Dead Cells и другие игры, о которых хотя бы кто-то слышал, в отличие от эксклюзивов Apple. Бывают, конечно, и странные игры. У меня встал. Очень странные игры. Аниме, люблю аниме. Аниме. Но главный плюс подписки от Гугла — она бесплатная каждый месяц на новом аккаунте. И за эти деньги вы получаете целых 800 чего-то. Достаточно сложно понять, по какому принципу Google каждый месяц что-то добавляет в свою подписку. Но есть вероятность, что если вы случайно нажмете не на то пользовательское соглашение, вас тоже могут добавить в Play Pass. So now. Отдай свою душу. И сравнивая эти подписки, видно, что над Apple Arcade хотя бы немного старались. Практически во всех играх есть русский язык, поддерживаются геймпады, отсутствует реклама и донат. А большинство игр работают на всех устройствах Apple еще и оффлайн. Да и саму подписку можно разделить до 5 членов семьи, если заплатить за это отдельно. Правда, у Гугла вы можете добавить к себе в подписку 5 членов семьи бесплатно, даже если у них нет членов. И пока Sony вкладывает миллиарды в PlayStation Plus, а Microsoft тратит на Game Pass бюджет Евросоюза, Apple тоже инвестирует деньги в свою подписку. Целых 500 миллионов из 94 миллиардов, заработанных за 1 год. Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Но пусть фанаты Apple не беспокоятся о будущем Arcade и своих деньгах. Если Microsoft и Sony хотят завоевать весь мир, у Apple планы еще более грандиозные. Каким-то образом удержать тех, кто случайно забыл отменить продление бесплатной подписки. Потому что я умный. А вот мои платные подписчики поддерживают меня исключительно за счет веры в новые видео. Я даже иногда сам начинаю верить в эти ваши видео. Родителям твоим спасибо за такого сына. А если вы подписаны на мою телегу с мемасиками и мой ВК для серьезной игровой аналитики, то совсем скоро узнаете, какие видео, возможно, не выйдут когда-нибудь. Вот и все!